Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня будет видео про подсолнечный мед и про все сказки, которые с ним связаны. Потому что вот сейчас осень пришла, вопрос закорма пчел, кормить не кормить. Одни пишут кормить сиропом, кто-то пишет я закармливаю 100% сиропом, кто-то пишет а я оставляю мед, я не жадный пчеловод и считаю, что сиропом кормить неправильно, надо оставлять природный корм. В общем, кто во что горазд, тот то и лепит. Но я обычно рассказывал, что я делаю. Я оставляю мед пчелиный натуральный и даю 10 килограмм сиропа страховочных, потому что если что-то вдруг случится с медом, забродит, закиснет, засахарится, то они перезимуют на 10 килограммах сахара. То есть это такая страховка у меня от недоброкачественного меда, потому что может и осенью и пади набраться. В общем, всякое может быть, а 10 литров сиропа спасает практически от всех проблем. И никогда пчелы при таком закорме, при таких пропорциях не пропадает. Но надо сказать, что я экспериментировал и с зимовкой на 100% меде. Это я в прошлом году делал, но не потому, что я такой интересный и люблю все исследовать. Жизнь заставила, потому что прошлый год я сдавал мед оптом, а в машину, которую я мед загружал, грузоподъемность не позволяла еще загрузить 4 бетона меда. То есть был перегруз. Машина была не моя, соответственно, перегруза я не допускал, потому что перед человеком неудобно. И вот осталось у меня 4 бетона подсолнечного меда. Притом он остался 2 бетона позапрошлогоднего меда, а 2 бетона прошлогоднего меда. И вот решил я этот мед использовать на подкормку, потому что людям его уже не продашь, он старенький. Хотя по ГОСТу он, в принципе, мед по ГОСТу может лежать 3 года, кто не знал. Это считается натуральным медом, можно продавать. Ну, у нас же люди балованные, я, соответственно, тоже щепетильный. Поэтому весь позапрошлогодний мед и прошлогодний мед решил скормить пчелам. Сделал медовую сыту и скормил. И вот была у меня группа семей, специально сделал, которые зимовали у меня на чистом подсолнечном меде, притом позапрошлогоднем и прошлогоднем, даже не этого года. Так вот, по итогу могу вам сказать, что перезимовали чудесно. Никаких проблем, без всякого сиропа, на подсолнечном позапрошлогоднем меде. Так вот, сказки про подсолнечный мед. Когда-то видео я по нему снимал, по подсолнечному меду, но повторимся, более расширенное видео сделаем. Значит, сказка номер 1. Подсолнечный мед убивает пчел. Якобы он их сильно изнашивает, и от этого они начинают пропадать. Значит, это, конечно, сказка. Мед пчел не убивает, убивает пчел продолжительный медосбор. При советской власти подсолнух цвел 31 день. Сейчас подсолнух у нас некоторые хозяйства, потому что у них не хватает комбайнов для сбора этого подсолнуха, они растягивают покос подсолнуха на некоторое время. Чтобы растянуть сбор урожая подсолнуха ограниченным количеством комбайнов, они делают так. Они засевают поле подсолнуха, а следующее поле подсолнуха они засевают через некоторое время. Ну, допустим, там дней через 20. Таким образом, они своими ограниченными комбайнами 10 дней косят это поле, а потом 10 дней косят то поле, потому что то поле дозревает на 10 дней позже. То есть растягивают таким образом время сбора урожая подсолнухом ограниченным количеством комбайнов. Ну, то есть экономят на аренде комбайнов. Чем это выливается пчеловод? Конечно, современный подсолнух уже 31 день не цветет, как при советской власти. Сейчас гибриды цветет он где-то около 2 недель. Но так как у вас один подсолнух дозрел раньше, другой подсолнух дозрел позже, может так случиться, что у вас этот сбор подсолнуха растянется как раз таки на 4 недели, на месяц. А ресурс семьи на медосборе сколько я рассказывал? Правильно, 15-20 дней. Через 15-20 дней усиленного взятка у вас от семьи ничего не останется, потому что вся ваша пчелка летная погибнет от того, что у нее закончится ресурс крыла. Крылья истрепаются, она упадет и летной пчелы не будет. Опять же, вспомните, как я говорил, что такое созревшая к медосбору пчелиная семья. Это семья, которая имеет 4-5 килограмм пчел и полный комплект расплода, 8 рамок расплода, не меньше. Так вот, когда у вас за первых 15-20 дней ложится вся летная пчела, которая была, то есть эти 4-5 килограмм,
у вас на следующую половину медосбора вырастает вот та пчелка, которая должна вылупиться из того расплода, который был на начало медосбора. Созревшая семья – это полный комплект расплода, 8 рамок. Вот эти 8 рамок рождаются, и они идут на вторую половину медосбора. Они работают через 15-20 дней. Поэтому подсолнух могут взять только сильные семьи. Слабые семьи подсолнуха не берут. Пчелка начинает свой трудовой день во время главного взятка на 5-й день жизни. Если взятка нет или взяток слабенький, пчелка начинает летать за медом только на 15-й день жизни. А когда сильный взяток, она летает на медосбор на 5-м дне своей жизни. То есть практически сразу родилась, облеталась, пошастала 5 дней по улью и на 6-й, пожалуйста, за медосбором лети. Поэтому, если семья перед подсолнухом была слабенькая или не созревшая, как я говорю, то есть не перезревшая, потому что созревшая семья к медосбору – это перезревшая семья по роению. Это семья, которая должна была отроиться, но вы ее удержали от роения. И она не роилась, она в себе имеет множество, количество пчел, большое, 4-5 килограмм, и много расплода. Если семья не имеет много пчел, то есть она не перезревшая по роению, она просто подсолнуха не возьмет. Если у нее не было полного комплекта расплода, то она не сможет взять вторую половину подсолнуха. То есть через 20 дней она уже работать не может, некому. Поэтому на подсолнух нужно выводить на главный взяток сильные семьи. А ресурс семьи составляет 15-20 дней. Через 15-20 дней семья продолжает брать взяток теми пчелами, которые вылупились из расплода, но берет уже не так интенсивно, потому что основной массы пчелы уже нет. И действительно, после подсолнуха пчелиная семья, соответственно, прослабляется, проседает в своих размерах. И пчеловоды говорят, что вот подсолнух убивает пчел. Не убивает. А на самом деле пчелиная семья проседает после главного взятка, интенсивного медосбора. Она просядет после любого взятка. Неважно, что цветет, главное, чтобы это цвело долго. Убивает не сам подсолнух, а большие длинные сроки сбора взятка. Если бы, допустим, у нас горчица цвела 30 дней, то был бы тот же самый эффект. Поэтому подсолнух это не ядовитый мед, просто он слишком долго цветет. Ну, если у вас поле посеяли одно, то есть оно не растянуто для сбора ограниченным количеством комбайнов, то такого эффекта у вас не будет. Зато у вас будет августовское роение. Потому что пчелка пошла на взяток с подсолнуха, 2 недели там поработала, пчелы море, тут еще из расплода пчелки вышли, а подсолнуха уже нет. И получается у вас августовское роение. Такие вот дела. Поэтому в своих видео всегда говорю, если семья плохо отработала на взятке, по вашей вине или не по вашей вине, она будет в августе роиться. Если пчела хорошо поработала на взятке, на подсолнухе, она роиться не будет, потому что она будет настолько охлявшая, что там не будет кому роиться. Так вот, тут надо запомнить, что мед из подсолнуха, он не ядовитый. И то, что пчелиная семья проседает на взятке, связано только с длинными сроками сбора меда. Кстати, пчелиная семья после хорошего интенсивного взятка восстанавливается 30 дней. То есть на свои прежние размеры она выйдет только через месяц. Между взятком до взятка должен быть перерыв 1 месяц. Потому что если у вас идут обильные взятки один за другим, то пчелы тоже все взятки взять не могут. Возьмут только какой-то один. Если, допустим, у вас 3 взятка идет обильных один за другим, то возьмут только 2. Месяц первый взяток хорошо возьмут, потом будут месяц восстанавливаться, ничего не возьмут, и 3-й взяток возьмут. Если взятки идут один за другим 2, то один берут, другой не берут. Ну, в общем, это математика. Ничего сложного в этом нет. Надо просто шурупать головой и логично думать. Второй часто задаваемый вопрос: почему пчелам нельзя оставлять в зиму подсолнечный мед? Потому что он якобы кристаллизируется. Ну, мы все знаем, что если поставить мед из акации и поставить мед из подсолнуха, то подсолнух начнет кристаллизироваться через 2 недели, а акациевый мед может стоять несколько лет и будет жидким. Это все правда. Действительно, акациевый мед для зимовки пчел предпочтительней, намного предпочтительнее. И передовые пчеловоды, которые не гонятся за медом, а разводят чисто пчел, то они на акации вынимают рамки и ставят их с акациевым медом в хранилище, а на зиму отдают эти рамки пчелам. То есть они акациевый мед не выкачивают. Ну,
кто собирается торговать медом, а мы все знаем, что акациевый мед он самый дорогой, соответственно, на нем самые большие заработки, то те выкачивают акациевый мед и продают ради денег. А пчел заставляют зимовать на подсолнухе. В этом ничего зазорного нет, это бизнес. Ничего личного, просто бизнес. Так вот, можно ли зимовать на подсолнечном меде? Зимовать можно. Опять же, как я сказал, ставил эксперимент и все нормально зимуется. Но надо сказать, что расход корма на подсолнечном меде относительно акациевого меда будет больше как минимум в 2 раза. Сейчас объясню почему. И опять же, по этой самой причине, потому что пчеловоды все замечают, что подсолнечного меда пчелы расходуют гораздо больше, чем мягкого меда. Опять же, начинают говорить, что больше забивается кишка, пчелы начинают больше опонашиваться. Ну, вот тут я не согласен, потому что это неправда. Сейчас расскажу, почему так. Значит, мед в своей структуре лично я делю. В книжках вы этого не прочитаете, но я вам расскажу, как я это вижу, как я на своем опыте до этого дошел. Так вот, мед пчелиный, даже в своей структуре, делится на 2 фракции. Я его делю на 2 фракции. На тяжелый и на легкий. В акациевом меде весь мед легкий, там тяжелого меду нет. Кристаллизируется тяжелый мед. Легкий мед не кристаллизируется. В подсолнечном меде большая часть тяжелого меда, который кристаллизируется, легкого меда нету. А пчелы питаются только легким медом. Тяжелый мед пчелы в зиму не употребляют. Ну, то есть, когда зимует. Вот если вы возьмете кормушку, разбавите мед водой теплой, сделаете сытую, поставите кормушку. И тут же этой же семье поставите кормушку и мед водой разбавлять не будете, просто навалите меду подсолнечного, который начал кристаллизироваться. Можно посмотреть и мои видео, я это не раз уже показывал, что я делал, эксперименты эти. То тот мед, который разбавлен водой сыту, они заберут все. Все до цурки заберут, высербают все полностью. А тот мед, который вы купой навалили, кучей, то они заберут легкий мед и останутся белые кристаллики. Я их называю шелухой. И вот эти кристаллики пчелы не берут. То есть мед подсолнечный, в котором большое количество тяжелого меда, вот этих самых кристалликов, кристаллики пчелы не едят. Что они делают зимой? Они эти кристаллики выбрасывают из ячейки. Вот если вы зимой посмотрите под рамки, то там под рамками, как улочки стоят, то так под улочками насыпи этого меда закристаллизировано, которую они из ячеек выбросили, в перемешку с восковой крошкой, потому что они же ячейки вскрывают от воска, они же запечатанные. Вот оттуда и большой перерасход зимой подсолнечного меда. То есть они кристаллики тяжелые, которые употребить в пищу не могут, выбрасывают, а едят только легкий мед. А так легкого меда в подсолнечном меде, ну, приблизительно 50 на 50, а может даже меньше, то основное количество меда они просто выбрасывают на дно улья. Поэтому кишка у них не забивается, потому что тяжелый мед они не употребляют в пищу, а только легкий. Но перерасход корма на подсолнухе относительно легкого меда с акацией, конечно, намного больше. Опять же, можете поэкспериментировать весной, вспомнить мое это видео и поэкспериментировать. Сметите вот этот вот налет, вернее то, что они выбросили под рамки зимой. Когда будете улей чистить, сметите в горсточку, в чашечку, в кружечку, залейте теплой водой и расколотите. И увидите, что у вас воск всплывет наверх, а вся эта шелуха, которую они выбросили, кристаллики, растворится в воде. И получится та же медовая сыта, которую, в принципе, можно пчелам назад и скормить. Не вру, попробуйте. Я пробовал, все получается. Верить мне на слово не надо, просто возьмите и попробуйте. И поймете, что я прав. Так вот, подсолнечный мед пчелы полностью зимой в пищу не употребляют. Большую его часть они просто выбрасывают на пол, потому что там тяжелый мед. Они его не употребляют. Употребляют пчелы только легкий мед. По этой причине не надо бояться, что они не перезимуют на подсолнечном меде. Просто расход будет кормов больше. Но тут еще есть одна такая штука. Подсолнух очень интересное растение. И вот этот подсолнух, мед из года в год разный. Если дождей было много, то в подсолнечном меде тяжелого меда будет меньше, а легкого больше. А если были большие-большие сильные засухи, очень засушливый год, дождей не было, то тяжелого меда
подсолнечном меде будет много. То есть того меда, который они употребить зимой не смогут. А легкого меда будет мало. И основное количество такого меда они просто выбросят. И будет огромный перерасход кормов. С чем я тоже не раз уже сталкивался. И вот эту фигню я уже знаю. Поэтому я всегда даю 10 литров сиропа страховочных. Вдруг, если я гаву поймал, и мед у меня с подсолнечный тяжелый, то они перезимуют все равно на 10 килограммах сахара. Так вот, из этого следует, что подсолнечный мед, если была большая засуха, очень засушливый год, сухо, такой мед действительно в зиму лучше не давать, потому что придется кормить или весной, или, не заведи, Господи, еще и зимой. А если у вас был год с дождями, и не такой уже засушливый, то подсолнечный мед проходит для зимовки на ура. Просто будет немножко больше расход. Ничего страшного. Такие вот дела, такие вот мои измышления по поводу подсолнечного меда. Бояться подсолнечного меда в зиму не надо, потому что в комментариях сейчас постоянно пишут, что на подсолнухе зимовать нельзя, 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 нельзя. Можно и нужно, если вам это экономически выгодно. Если у вас пасека коммерческая, если у вас пасека для души, то, конечно, можно на нем и не зимовать. Можно оставить и акацию. Но если вы собираетесь на пасеке заработать, то вы неизбежно будете зимовать на подсолнечном меде. Потому что, во-первых, он дешевый, никому не нужный, у нас его не берут. Хотя, в принципе, он нормальный мед, но у нас его почему-то так исторически сложилось. Не берут, он намного дешевле, чем майский мед. Приходится зарабатывать на майском меде, а пчел держать на подсолнухе. Такие вот дела. Но сегодня было вот такое вот то ли печальное, то ли радостное видео. Пишите в комментариях, кто чего думает по этому поводу. Внимательно следите за пчелками, проведите те эксперименты, которые я вам сказал. И сами в этом убедитесь. Ну, а мне передавайте привет в комментариях и моим любименьким, мохнатеньким чудовищам.